Вы все еще ищете канал про путешествия? Бред, не тратьте время. Готовы ли вы кайфануть по-настоящему? Допустим, ты выбрал тур сам и позвонил в агентство, но твоя девушка недовольна, что ты выбрал Турцию или Египет. Насрать! Говорит, накопишь, полетим на Мальдивы! Да пошла она к черту! Просто подпишись на Картавцев фильм, как я. Там классная музыка. Там много юмора. Он, сука, непризнанный гений российского кинематографа! Вот у нас Рус пересел, вот Ангелина, я. Сзади не знаю, кто-то ей, пассажир какой-то. Не изменяя традициям, пробую пиво везде, Сараево. Для лагеря хорошее, какое-то насыщенное. После посещения столицы Боснии и Герцеговины Сараево, ознакомившись с ее историей и достопримечательностями, фильм об этом на моем канале, мы двинулись в сторону моря, хотя на карте небольшого масштаба кажется, будто Хорватия целиком обнимает свою соседку и что выхода к морю у нее нет. Мы рассчитали наше путешествие таким образом, чтобы в день пробег составлял не больше 300 километров, чтобы спокойно насладиться основными достопримечательностями страны. Но тайминг по заселению и небольшие форс-мажоры внесли некоторые коррективы. Но все по порядку. Погнали! Точно Сараево, продолжим приключения. За поворотом ждут нас новые места. Чудесная природа, скалы и река, счастливые и интересные мгновения. Я покажу вам в Боснии ущелья и каньоны, в Герцеговине водопады, села, города. С тебя ж, мой друг, подписка и лайкосы. А если нет, зачем же ты зашел сюда? Сейчас мы держим путь в Неум, прибрежный город, где у нас ночевка, а по пути заедем мы в Мостар. Такой же классный, как боснийские девчонки. Я покажу вам в Боснии ущелья и каньоны, в Герцеговине водопады, села, города. С тебя ж, мой друг, подписка и комменты. А если нет, зачем же ты зашел сюда? Босния до сих пор не пережила последствия югославской диктатуры и последовавшей войны. Это видно и по улицам боснийских городов, на которых до сих пор остаются дыры от пуль и снарядов. По данным МВФ, Босния и Герцеговина входит в число беднейших европейских стран наряду с Албанией, Черногорией и Молдовой. Пятиэтажечка и дровница. С печками, короче. Первый раз такое вижу. И кондей, и дрова, да. Я балдею от заправок вот этих боснийских. Вот это на каждой заправке. Супер. Кафешечка отдельно, туалет, покурить, пивка выпить. А если нет, зачем же ты зашел сюда? Зашел сюда. Если хочешь быть красивым, вместо водки трескай пиво. В Мостаре мы, где знаменитый мост. Правда, он уже не оригинальный. Хорваты его разрушили. А он был 16 века. Символ города, вообще символ, в принципе, Боснии, один из символов. Вот самая знаменитая мечеть их. Когда ваши женщины идут, они смотрят под ноги, а не строят чужим глазки. Это причина укладки морской гальки. Вот так вот. Мостар был основан в 15 веке на левом берегу реки Неретва еще до османского нашествия. Тогда же был построен деревянный мост, висевший над рекой на огромных цепях. К мосту были представлены стражники, защитники переправы и по совместительству таможенники, собирающие мостарину, пошлину за пересечение реки на пароме или по мосту. Их называли мостарями. Ученик великого архитектора
по-моему, Суинзаде сделал этот необычный мост, но люди боялись по нему ходить. Он привязал лодку, целых 3 дня сидел под ней, чтобы его течение не сносили. А солдаты ходили 3 дня, потому что впервые такой мост, именно такой конструкции был сделан. И вот после 3 дней у них страх прошел, полная эксплуатация. А лодка-то зачем привязана, я не понял. Люди, то, что ходят под ним, большая нагрузка. Если обрушится чисто на него. Да. Все, я понял. Этот каменный архитектурный шедевр 29 метров в длину и 4 метра в ширину – объект всемирного наследия ЮНЕСКО, построенный в 16 веке за 9 лет главным османским архитектором Мемар Хайруддином. Тянется над рекой Неретва, которая считается одной из самых холодных рек в мире, со среднегодовой температурой не выше 5 градусов. Первенство в этом списке занимает река Индигирка, которая протекает на территории Республики Якутия. Кстати, каждое лето в Мостаре проводят соревнования по прыжкам в воду, которые в 1968 году получили официальный статус. Для понимания сложности мероприятия к летней температуре реки в 15 градусов добавим высоту от 24 метров, в зависимости от полноводности реки, и ее глубину от 5 метров. Другая версия легенды, озвученная Русланом, гласит, что архитектор, строивший мост, скрылся в неизвестном направлении еще до того, как с его творения сняли строительные опоры, боялся гнева султана, пообещавшего его казнить, если мост не выдержит собственного веса и рухнет, так как это была уже то ли 2-я, то ли 3-я попытка. Однако мост получился на удивление прочный и основательный, по нему даже танки переправлялись во время Второй мировой войны. Во время конфликтов в 1990-х годах, когда в городе было разрушено 90% зданий и погибло более 2000 человек, мост перестал существовать, но после длительного процесса восстановления был вновь открыт в 2004 году. При этом использовались те же методы крепления блоков и материалы, что и в 16 веке. Месяцами специалисты делали обмеры каждого блока, поднятого из реки, чтобы затем выполнить его точную копию. Поперечные ребра на мосту вынуждена мера. Дело в том, что белый камень, использованный при строительстве, очень скользкий. Сувениры памяти войны. Как город был разрушен. Это вот так вот Мостар был такой? Да. Охренели, что ли? Надо же так разрушить. Эй, Вася! Ты Вася? Нет, я Юля. И я нет. Ребят, вы, наверное, ошиблись. Здесь Васи нет. Алло. Вы что пишете там? Эй, чмо длинноволосые! По-моему, все-таки тебя. То, что жители города не общаются между собой, на другую сторону реки не ходят, дети учатся в разных школах и по разным программам, я прочитал уже во время монтажа фильма, так как даже мысли не возникло. Все открытые и позитивные, вне зависимости от национальности. Город поделен на 2 части, с одной стороны живут мусульмане, с другой хорваты. После Старого моста можно посетить Кривой мост. Согласно историкам, именно на нем архитектор Хайруддин тренировался, прежде чем построить свой шедевр – Старый мост, символ города. Мост был разрушен после наводнения в 1999 году, но уже спустя 3 года его восстановили при поддержке ЮНЕСКО. Интересный факт. Первый в мире памятник Брюс Ли, про который я забыл и мы до него не дошли, был открыт в Мостаре 26 ноября 2005 года, на день раньше, чем его открыли в Гонконге, хотя сам Брюс Ли не бывал в Мостаре. Heard you want to leave this place where we grew up, this old town, just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone. Это, кстати, тоже традиционный, да, у них, по-моему, клепи? Клепи, короче, пелемешки, типа того. Клёцкий. Над бурной речушкой Неретва взметнулся красивейший мост с причудливой аркой и формой. 2 башни и стены, как пост. То, что не сделала Вторая мировая, успешно воплотила гражданская война. Разрушила символ Мостара, а с ним и в пропасть вся страна. Восстановлены были руины, но рубцы войны все болят. Горечь всей Герцеговины воды Неретвы струят. Когда старый мост взорвали, разбежались сестра берега, где соседей расстреляли, где спасли родню врага.
восстановлены. Были руины, но рубцы войны все болят. А сейчас старый мост — это символ испытанию смелости. Виват! Что ты говоришь? Штурманом Сашу. А сколько мы сейчас несемся? Мы несемся очень быстро по Тагумской дороге. Километров 40 точно едем. Испытанию смелости. Виват! Здесь жил дракон. И по этой легенде он заставлял приносить жертву каждый год самую красивую девушку. Пришел Дервиш и победил этого дракона. Когда дракон падал, он растек хвостом, умирая вот эту вот расщелину. Появилась пещера, и из этой пещеры начала вытекать вода. Добавлю к рассказу Руслана, что девушку, на которую пал жребий, звали Милица, дочь герцога Степана, от чьего титула Герцеговина получила свое имя, а храбрым воином был Сари Султук, тюркский праведник и дервиш, почитаемый как святой Бекташ мусульманами с суфиями на Балканах. Герцог жил неподалеку в крепости на горе, она до сих пор существует, добраться до нее проблематично, поэтому мы не стали тратить на это время. Текия от персидского теке – место, где собираются дервиши для своих обрядов. Там же могут останавливаться для отдыха странствующие дервиши. И в Боснии и Герцеговине с приходом ислама было построено несколько десятков. В русских источниках для аналогичных объектов еще используется термин ханака. Это в первую очередь место, а не постройки. Оно выбиралось с особым вниманием. Это должен быть уголок, наполненный гармонией и в то же время укромный. 7 сущностей составляет текию. Дом, лестница, вода спокойная, вода текучая, скала, могила, пещера. В городе Благая, который расположен в 14 километрах от Мостара, у источника Буны, есть все эти составляющие. Место под скалой, надо сказать, не самое надежное. С нее не раз падали огромные камни, разрушившие и дом. Нынешнее здание построено в 1880-х годах после очередного такого падения. Здесь находятся и 2 почитаемые гробницы, причем одна пустая. Согласно легенде, это гробница того самого Сари Султука, который никогда не был в нее положен. Сари Султук приказал похоронить его в 7 разных гробницах – в Албании, Болгарии, Боснии, Румынии и других местах. Когда ученики решили открыть гробницы, в каждой из них якобы обнаружили его тело. В состав Боснии и Герцеговины входит Республика Сербская, не путать с Сербией, Мусульмано-Хорватская Федерация Боснии и Герцеговины и округ Брчко. Поэтому здесь 3 президента, которые по очереди каждые 8 месяцев возглавляют правительство. И так по кругу. То есть страной управляет президиум, состоящий из 3 человек. Дело в том, что война 1995 года была по этническому принципу. После ее окончания были подписаны соглашения, что править страной должны все 3 этнические группы. Бошняки, принявшие ислам славяне, сербы православные и хорваты, католики. Я вам больше скажу, и Сараево, столица государства, тоже 2. Кусочек города находится в Республике Сербской. Этот район называется Источно-Сараево, Восточно-Сараево. До 2004 года Сербско-Сараево. Он одновременно и часть города, и находится фактически в другой стране. Все службы здесь свои. С 1992 года здесь действует свой университет. Даже чтобы заехать в Боснийско-Сараево на общественном транспорте, надо сделать пересадку. Здесь есть свой автовокзал. По прямому автобусному маршруту в город не попасть. Вон все стоят. Я так понял, туда поднимаются, что не могу понять. Да ладно. Видишь, остатки вот этой стены, то есть она занимала всю вот эту, смотри, двойные стены, внизу еще. Это город-крепость. Доброе утро, Неум. Вчера не стал это снимать. Номер, который нам выскочил по 80 на человека. Пипец этот букинг, блядь. Подъехали апартаменты. Хрен, блядь. Короче, потом расскажу. Отель вообще 8 этажей. Вот это нулевой. Вот. 1-й этаж, рецепция. В лифт заходишь, рецепт на 6-й. Мы на 7-м, потому что он на горе находится. То есть с той стороны люди заезжают, 1 этаж только поднимались.
вот оно, то единственное место, где у Боснии и Герцеговины есть выход к Адриатическому морю. А вообще между пограничными пунктами хорватских границ 9 километров. Но чисто географически из-за незаселенного гористого полуострова Клек длина береговой линии государства составляет около 25 километров. Это самая короткая береговая линия в мире после Монако. Здесь живут в основном хорваты. Да и выход к морю чисто фигуральный. Узкий залив, принадлежавший боснийцам, окружен со всех сторон полуостровами, которые подконтрольны Загребу. Кстати, Герцеговина была отдельной административной единицей, а название, как я уже упоминал, получила от немецкого титула герцог, который в 15 веке носил воевода этого региона Стефан Вукшич Косача, то есть после ослабления королевства Боснии, название которого пошло от реки Босна. Это мои эмоции на ситуацию с бронью. Хожу, рассказываю, но скомканно получилось. Короче, дорога до Неума проходит через горный хребет, серпантин, не разгонишься. В ваучере было указано заселение до 7 вечера. Переписывались с хозяином, что задержимся и будем ближе к 9:30. Мужчина написал без проблем и дал телефон для связи, видимо, смотрящего. Приехали, начали искать апартаменты, не нашли, пишем мужику, потом хозяину, ни тот, ни другой, ни алло. Позвонили в букинг, он с ними тоже не смог связаться. Перестань нарушать закон, мерзавец. Женщина какая-то вышла, мы ей адрес с ваучера показали. Она в ахере, улица та. А про апартаменты первый раз слышит. Попросили ее позвонить со своего, этот хитрожопый взял трубу. Она его спрашивает на своем, тот смеется, начал морозиться, типа дураки какие-то, первый раз слышу. Положил трубу, пожала плечами и ушла к себе. На островке быстро нашли вариант. Первый раз в жизни за койко-место я отдал 80 евро. Он, человек, будет разбираться с букингом, будет писать, да, Димарин, будешь писать? Все будет записано. Все будет записано, чтобы вас с букинга выкинули этого долбоящера. Так как вчера не успели на водопад, пришлось это сделать с утра. Назад, также через горы, не доезжая к крепости Почитель, ушли налево. Нам пришлось скорректировать маршруты и махнуть лишних 100 километров, но это того стоило. Кстати, совсем рядом находится селение Междугорье, место паломничества до 1 миллиона христиан со всего мира. Пока мы едем на водопад Кравица, образованный рекой Требежат, который обязательно к посещению, немного интересной информации. Что касается денег, такого я еще не видел. На территории одной из стран в разных регионах ходят разные деньги. Выглядят они совершенно одинаково и по цвету, и по расположению всех элементов, но на них разные главные изображения на лицевой и оборотной частях. Помимо разных портретов, отличается также строка вверху банкноты. На сербских деньгах она на кириллице, на боснийских на латинице. Обе выпускаются одновременно и имеют равный статус. Разный вид банкнот у всех номиналов боснийских марок, кроме самой большой банкноты в 200 марок. Она в целях защиты от подделок выпускается только в одном виде – общем. На ней изображен Иво Андрич, югославский писатель, лауреат Нобелевской премии, серб по национальности, но уроженец Боснии. До 1998 года у Боснии были динары, но после окончания войны стала конвертируемая марка. Ее привязали к марке ФРГ в отношении 1 к 1, а после перехода Германии на евро коэффициент изменился на 1,95, практически 2. Таким он остается и сейчас, спустя 20 лет. Сама речка, образующая водопад, имеющая протяженность 51 километр, очень интересная. Часть ее русла является подземным. Она ныряет в недра и выныривает среди лесов около 10 раз. Разливается на несколько рукавов и срывается с 28-метровых скал. По этой причине, помимо имени Требежат, у нее существует еще 8 названий. Красота! Водопад Кравец. Говорят, самый красивый в Европе. Полсотни миль потратив час тайком, и вот он шум и грохот водопада, вода хрустальным тонким ручейком. С Кравицкого спускается каскада между стремниц горы высокой. Ручьи прозрачные журчат, и вдруг, сливаясь в ток широкой, являют грозный водопад. Громада волн буграми хлещет, в падении быстрым и крутом, и, разлетевшись, ярко блещет вокруг серебряным дождем.
Монастырь Твердош известен в первую очередь тем, что здесь принял постриг святой Василий Острожский, и дальнейшее его служение было во многом связано с Твердошем. Недалеко от монастыря находится деревня, в которой он родился и провел большую часть своей жизни. Существует предание, что монастырь основал император Константин и его мать Елена. Аналогичные легенды рассказывают в отношении почти всех монастырей Юго-Восточной Герцеговины, однако в случае с Твердошем есть материальное свидетельство – остатки раннехристианской церкви IV века. Их можно видеть через стеклянные окна в полу нынешней церкви. Был ли здесь помимо церкви монастырь, до сих пор неизвестно. Сегодня Твердош – это действующий мужской монастырь, главный храм которого посвящен Успению Пресвятой Богородицы. Поговаривают, что здесь есть часть христианской реликвии, кусочек креста Господня, привезенный царицей Еленой с Голгофы. А еще в этом храме хранится десница преподобной Елены Сербской, королевы, и самая дорогая икона Балкан. Винные погреба закрыты, говорит, надо с утра. Монастырь также широко известен как центр виноделия. Нам удалось найти человека и попросить его показать, как в дубовых бочках созревает легендарное вино Вранац. Кроме Вранаца, в монастыре производят белое вино Желавка, красное Каберне и Мерло, а также коньяк 11-летней выдержки. Из монастыря мы должны были заехать на смотровую площадку города Требинье, которая находится всего в 5 километрах. Это уже сербская часть Герцеговины, но навигатор повел нас по самой короткой дороге, в горку, по узеньким улочкам. В итоге потерял маршрут. Мы не стали терять время искать объездной, нормально асфальтированный маршрут. Нам надо было успеть вовремя заселиться в Вишеграде, а ехать прилично, 200 километров. Да и кушать очень хотелось. А вам я советую заехать на холм Церквина, где находится сербский православный монастырь, посвященный Деве Марии, с которого открывается панорамный вид на Требинье с городскими стенами и мостами вдоль реки Требишницы. О, вот это хороший кадр. Югославские военные мемориалы или споменники от сербского «спомен» – память. Самое необычное культурное достояние страны, канувшее в лето. Символы народно-освободительной борьбы в виде абстрактных массивных фигур, которые вырастали на местах знаковых сражений. Вышеградский каменный мост, внесенный в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, был построен в XVI веке по приказу Мехмеда Паши Соколовича, визиря 3 султанов и одного из величайших полководцев Османской империи. Роман югославского писателя Иво Андрича «Мост на Дрине», за который он получил Нобелевскую премию, охватывает 4 века событий, происходивших возле этого моста. Вдохновленный его творчеством, Эмир Кустурица придумал и за 3 года воплотил в жизнь Андричград, строительство которого обошлось в 15 миллионов евро. Это настоящий город на территории Вышеграда, расположенный на небольшом полуострове между Дриной и ее притоком. Второе его название – Каменград, видимо, по аналогии с Древенградом в Сербии, который мы тоже посетим. Вот на свечки, они не в храме жгут, а здесь. Чтобы не спертый воздух был, чтобы было чем дышать людям. К нам приходят помолиться, радоваться и сидят в удовольствии. Все.
А что вы хотели? 236 километров, 2 участка по 100 километров кладки, 35, там 40 промышленные зоны. Смотреть нечего больше. Это Баня Лука, столица Республики Сербской, которая входит в Боснию и Герцеговину. Пошли по городу погуляем. Я никогда не видел Вишеграда. Теперь прошел по знаменитому мосту. Мы насладились гроздью винограда и любовались миндалем в цвету. Дорогу колеса, как сказку листает. Наш следующий пункт — дивный град Баня Лука. И меты от снайперских пуль не смывают. Влюбились в страну и снова разлука. Название Бани Лука впервые упоминается в документе, датированном 6 февраля 1494 года. Название переводится как Лук-Банна от слов «бан» – средневековый дворянский титул, и «лука» – долина или луг. Ныне оно обозначает порт, гавань. Ну и неофициальное имя город получил по сербским топлицам, банями в сербском языке называется спа-курорты, которые расположены в старой части Бани Лука. У этой крепости давняя история. На этом месте поселение существовало еще в неолите. Потом был древнеримский военный лагерь, средневековые укрепления и, наконец, крепость, построенная османами. Кастел – типичная равнинная артиллерийская крепость. Каждый излом крепостной стены усилен бастионом, которых у крепости 7. Толщина стен кое-где достигает 6,5 метра. Римская базилика. Значит, это действительно форпост римский, да? А это получается какой век? 4-й, 3-й? Нет, это 5 век. 5-й. Милиция! Я сейчас милицию вызову. Я же пойду ходить, будешь ждать меня. В Бане Луке есть своя уникальная лодка, некий символ города – даяк. Лодка существует столь же давно, как и город. Она имеет небольшую высоту и плоское дно, длину от 6 до 9 метров и ширину не более метра. Может плавать вверх и вниз по течению реки, а человек, чтобы передвигаться на даяке, использует не весла, а специальный шест. Даяк – это лодка, которую часто путают с венецианской гондолой и каяком. До строительства мостов это была единственная возможность перебраться с одного берега реки Варбасса на другой. Можно крафтовое пиво Бревери, паб от пивоварни. Она, правда, 172 километра находится. На нем сварили. Как раз апу можем взять. Тестовые, да, такие штуки. Вещь, смотри какая. Свои слова, что здесь не надо быть, я забираю. Баня Лука рулит. В 1,5 часах езды от Бани Лука расположен город с оригинальным названием Яйце. Он впервые упоминается в 1396 году. Его называют королевским городом. Здесь был коронован последний король королевства Боснии Степан Томашевич Котроманич. Здесь была его последняя резиденция, и здесь он был убит. Герцеговина и Босния нас провожают. Громадой горы солнцем в небесах и пышной природой удивляют. И сыростью заброшенных домах спокойное величие природы поможет вновь сердца объединить. И бывшие Югославии народы, быть может, снова мирно будут жить. В 5 километрах расположен целый городок из небольших водяных мельниц. Предполагают, что мельницы тут были еще задолго до прихода осман. Первый раз мельница упоминается в 1562 году. Были времена, когда их было 35, но до нашего времени дошло всего 2 десятка. Подобные мельнички строили не только на границе Плитских озер, но и прямо у городского водопада. Жару и холод, и дождь проливной. Пока ты молод и с чистой душой, спеши с друзьями немедли поскорей. Излазить весь мир от горы до морей. Увозим из Боснии светлую грусть, яркие впечатления и воспоминания. Возможно, однажды сюда я вернусь. На пути роста и самопознания. Леса и бирюзовые озера, журчание рек и водопадов шум. Змеей дорога к Сербии зеленой нас отвлекает от тяжелых дум.